Огонь по штабам. Ракетный удар нанесен по украинскому центру под Николаевом. По неофициальным данным, ликвидировано до 40 офицеров ВСУ. В результате ракетных и артиллерийских ударов союзных сил за сутки были поражены 62 пункта управления ВСУ, в том числе штаб оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Это нельзя назвать реализацией вызвавшего большой резонанс в патриотической среде анонса ударов по центрам принятия решений, но само по себе такое событие заслуживает внимания. По неофициальным данным, которые были распространены оперативными телеграм-каналами, в результате ракетного удара было ликвидировано 3 генерала и более 30 офицеров. В сочетании с ударами 26 мая, когда в той же Николаевской области Днепровская был уничтожен выявленный украинский центр радиоэлектронной разведки, где кроме 11 украинских военнослужащих присутствовало 15 иностранных специалистов. Можно сделать вывод о системном обезглавливании украинской разведки и вертикали командования на данном направлении. Кроме того, 30 мая артиллерийским ударом из подконтрольной вооруженными силами России Херсонщины был уничтожен ангар на территории Николаевского судостроительного завода «Океан». В ангаре находилось как минимум 1,5 десятка украинских танков и БМП, а также 5 артиллерийских орудий крупного калибра. Причины такой активности на направлении Николаев-Одесса, которое в последние 2 месяца было второстепенным по отношению к Донецкому фронту, явно существуют. Не исключено, что эти меры носят превентивный характер по отношению к возможной провокации ВАУ в виде усиления обстрелов Херсона и очередной попытки Киева взять под контроль остров Змеиный. Несмотря на незначительный размер острова, его площадь достаточно для размещения там ударных и оборонительных средств, позволяющих контролировать значительную зону Черного моря, и недооценивать факт обладания им не стоит. Одесса и Николаев явно входят в фокус внимания западных кураторов Украины. Без портовых мощностей очень сложно наладить полноценный вывоз зерна с украинской территории. 31 мая ракетным ударом был уничтожен крупный склад вооружения и бронетехники на территории промзоны в Кривом Роге, где явно формируется еще один плацдарм для атаки на Херсон. Исходя из приоритетов коллективного Запада, портовые мощности представляют куда больше интерес, чем донецкая группировка ВСУ. В последние дни на этом направлении у Киева дела складываются далеко не лучшим образом. Во всяком случае, бои за Северодонецк и другие населенные пункты не выглядят как повторение Мариуполя. Стойкость противника заметно ниже, что отмечается многими наблюдателями.